Crypto climb high, stock markets flip. Constant vigilance, don't let your grip slip. Echoes in the network, financial state. Futures being told by the index rate. Надо слушать и смотреть. Index rate, the numbers resonate. Надо слушать и смотреть. Index rate, watch the rate. Приветствую вас, друзья. Если звук есть, все хорошо. Если вдруг нету, напишите обязательно в чат. Сегодня у нас традиционно за последнее время будет гость МС. Я думаю, что многие из вас знают. Сегодня посмотрим на рынок, посмотрим на последние события, которые происходили, и с чем у нас связан этот рост. И также разберем альты, которые вы напишите в чат. Я думаю, что от вас будет обратная связь. И обязательно поддержите этот стрим, поставьте лайки, чтобы алгоритмы YouTube его подхватили, и мы смогли больше аудитории привлечь. Если вы еще не подписаны на канал, то рекомендую обязательно подписаться. И также в описании найдете все ссылочки на каналы гостя, на каналы МС. Так, давайте я сейчас сразу включу конференцию, чтобы было слышно МС. Так, МС, наверное, вас уже слышно. Я начну Да, или... приветствую вас. Да, Да, или... можно вместе начинать. Мы можем говорить параллельно. У нас хорошо получается. Да, если слышно гостя, тоже поставьте плюсик. Если вдруг нет звука, тоже об этом сообщите. А Ну на что, Бастионе я запустил ссылочку. У нас сразу там идет. Нет, у нас только картинка там двигается. так, сейчас я проверю еще раз Бастион. Нет, у меня на Бастионе видео идет. Ага, Сейчас, все секунду. идет, я увидел. Сейчас еще раз. Значит, Да, ну там качество чуть-чуть не очень, но... Так, Бастион чуть-чуть подлагивает, если честно, у меня. все вижу везде. Идет. Ну, отлично. Всех приветствуем. Хорошо, что вы с нами опять в очередной раз. Да, ну что, наверное, экран будете показывать или Нет, по-старому? я сегодня очень быстро и постараюсь побыстрее сбежать. Так, Вот, тогда, наверное, экран буду показывать я. Если будут да. какие-то вопросы, буду Включите нам переключаться. биткоин, пожалуйста. Биткоин. Я думал, мы с S&P начнем сразу. Сейчас я тогда сделаю биткоин. Да, Секунду. помните, это старое телевидение российское. Включите, пожалуйста, нам картинку. Сейчас все будет. У меня что-то параллельно еще надо кучу кнопочек нажать. Так, Хорошо. захват окна. Вот сейчас должна быть картинка. Ну, биткоин. Биткоин творит чудеса. Трамп победил. Вот. И вот его локальные цели. А Сейчас, мы видим кстати, только... вот, сейчас вижу. я сейчас раздам в Zoom. Да, я в зуме не Да, вижу. я сейчас в Zoom раздам. Вот, поделено. Все. Теперь в Zoom должна Отлично. быть картинка. Отлично. Скрыть перемещаемые элементы. Все, теперь видно, да? Да. Ну что, эйфория продолжается. Я думаю, сейчас небольшая коррекция должна быть какая-то после такого роста. А дальше я предполагаю, что мы будем расти до конца года точно. И вот локальные цели обозначены на графике. 1.618 нас туда тянут. Почему я сразу сначала сказал про S&P? Потому что те, кто смотрит за S&P, я думаю, видели, что мы сегодня дотянулись локально до единички. Сейчас уберу вот это, чтобы было видно. Кстати, сигнал подрисованный там и там. Вот, единичку пробили, 5934, и тянемся на 6263. Ну, соответственно, продолжение такой динамики отправит биткоин покорять следующие вершины. Также сейчас Вы еще думаете, покажу. Я думаю, да. вы думаете, в какой период это произойдет? Я думаю, до конца года, начало следующего. Ну, где-то до конца, я думаю, середины ноября. Сейчас мы чуть корректанемся. И ближе к концу ноября, декабрь, рост продолжится. Ну, сейчас в основном с чем это связано? Большинство, вот я сегодня буквально читал на инвестинге,
по поводу того, что думают вообще блокчейн, криптоэксперты в связи с переизбранием Трампа. У него же была очень ярая политика в отношении криптовалют, накопления и так далее, и так далее. Всего, что с этим связано. Ну, и в первую очередь это ослабление регуляторного давления на криптоиндустрию и в целом на финансовые рынки. Он обещал, что в первый день уволит Гарри Генслера, в первый день, как зайдет в овальный кабинет. Ну и дальше будет Это способствовать росту, отлично. снижению регуляторных механизмов, скажем так, препятствий для того, чтобы развивать это направление. И эксперты, большинство всяких разных, пишут, что будет хорошо. Будет ли хорошо весь период его правления, не уверен. Но вот поначалу, думаю, на этой эйфории последний этап бычьего забега, тот самый цикл публичного участия, думаю, нас еще ждет. Понятно. А вы что думаете? Вернемся к слову эксперты. Помните, да, когда любой фильм американский смотришь, он заканчивается 15 минут титры. И Мгм. люди титры эти не смотрят. Вот точно так же это эксперты. Кто все эти люди, эти эксперты? В чем они эксперты? Почему они Ну, в эксперты? основном это из блокчейн-индустрии были товарищи. Я могу их там Да. перечислить. Да, Ну, это не важно. Мы такие же эксперты, как те товарищи из блокчейна. да. Эксперты надеются на то, что Трамп что-то сделает. Ну, давайте начнем с того, что он будет делать. Трамп 20 числа января только лишь вступит в должность, примет присягу как президент. Будет инаугурация только 20 числа. До 20 числа мы сейчас можем увидеть со стороны демократов очень агрессивную политику. Они будут накладывать под каждой дверью кучу. Вот, например, сегодня первая куча. Почему я сегодняшний день боюсь и хочу побыстрее свалить с эфира, чтобы последить за рынком не только на крипты и фондового, но еще посмотреть, как будет реагировать весь остальной мир. Потому что сегодня, через некоторое время, Ставка. будет решение по ставке. Мгм. Прежде чем договориться о том, что там будет по ставке, сегодня самое главное было решение. Это было число первичных заявок на получение пособий по безработице. По безработице количество заявок снизилось, что говорит о том, Да. что это положительный сигнал для доллара, что доллар должен укрепляться. Он на новости о том, что Трамп пришел к власти, начал ослабевать. Это первое, в чем будет сегодня противоречие. Дальше. Общее число лиц, которые получают пособие по безработице, сегодня выросло. Что говорит о том, что совершенно разные данные интерпретируют, нам показывают вот в данных то, что идет. Следом сегодня ФРС будет принимать решение по ставке. А для них самое главное, это как раз и есть сильный уровень этого по безработице. А здесь есть противоречие. Теперь демократам, они уже уходят от власти. Им можно перестать врать. Я думаю, что на сегодняшнем заседании они скажут, да мы уже дело наворотили, какая разница, мы все равно сейчас все уходим, пусть разбирается этот Трамп. Не получилось его прибить до момента инаугурации и выборов, так они его прибьют экономически. Им сейчас нужно забрать все свои деньги, которые там они вкладывали во все, что только можно. В каком смысле вкладывали? Это не значит, что они брали из кармана и вкладывали. У них были организованные проекты, которые организовали демократы для того, чтобы устраивать общий тремор по всему миру. Им нужно сейчас эти деньги вытаскивать. А вытаскивать деньги из этого всего, это начнутся проблемы в экономиках других стран. Посмотрите, как отреагировала Англия. Посмотрите, как отреагировал фунт. Посмотрите, что сегодня утром произошло с иеной. Мы же сегодня весь день не росли, мы сегодня флетили не от того, что рост закончился и покупатели кончились, а от того, что эйфория от выборов прошла, а сейчас начнется холодный душ. Ну, то есть танцы станцевали, все были разгорячены, вспотели, а сейчас будет холодный душ. Я думаю, это его организуют. Организовать его надо. Почему? Это хорошо, если такой душ будет. Потому что если сейчас, до того, как вступит он к власти, все вот эти проблемы вылезут,
то в таком случае у нас дальше, возможно, и в 2025 году мы еще порастем. А если сейчас все случится так, как должно случиться, и я вижу, потому что сегодня по безработице было выкачано, это уже говорит о том, что не все так хорошо в Багдаде. Опять же, затраты на рабочую силу в киловатт-часах, там в долларах, там за третий квартал он вырос. Причем вырос существенно, почти в 2 раза. А это значит инфляция. А это говорит о том, что тот же самый Кар из ФРС, он же говорил, зря мы ставку так резко подняли, погорячились. Я думаю, что сегодня они будут опять же говорить о том, что, может быть, ставку не надо будет сейчас повышать. Они вообще могут отказаться это сделать прямо сейчас. Ниже еще декабрь. Теоретически могут, но Вот. А если они это сделают, то в таком случае рынок отреагирует некоторым движением вниз. Некоторые движения вниз до тех уровней, которые хотя бы для нас сейчас являются ключевые, это опять от тот момент, откуда начался рост на момент избрания Трампа. Какая там была цена? 67 500? Я не говорю о том, что цена туда придет. Я это говорю о том, что там есть этот уровень. Откуда начался рост. Протестировать чуть ниже они могут. Это опять же придать некоторый тремор рынкам, тем, кто в эйфорию поверил в Трампа. Тоже ведь они могут это сделать, наказать. Вот я думаю, что сегодняшний момент для нас решает все. И не только сегодняшний. Завтра еще данные тоже интересные будут. Там надо следить еще завтрашний день. Вот что я думаю по поводу сегодняшнего движения и что, возможно, должно произойти. Ну, по крайней мере, на месте ФРС я бы сейчас просто специально бы ничего бы не делал. Потому что данные показывают о том, что где-то они перемудрили. ну, у него Вот сейчас, ну, на самом деле, ему что нужно сделать? Сильный доллар или слабый доллар? кому? Трампу Сильный. сильный. Но при Сильный этом доллар – проблема для биткоина. сильный доллар ему нужно сделать. Но он, с другой стороны, пытается сейчас увеличить, ну, вернее, это была его предвыборная кампания, не факт, что он будет это делать. Он же собирается увеличить тарифы ввозные. То есть, Это не важно. Это вообще не важно. ну, если Для речь него пойдет, важно немножко другое. Самое главное, что он сказал на своей предвыборной части, за что в него начали верить очень крупные игроки с деньгами, с большими, он сказал, я накажу всех, кто стал отказываться от доллара. А чтобы все опять в доллар поверили, нужен сильный доллар. совершенно верно. Но при этом, если он увеличивает ввозные пошлины, такое мнение тоже есть, то большинство китайских товаров, от которых, ну, товарооборот у них огромный, с США, они уйдут на другие рынки. И, соответственно, там... Китай давно на других рынках, они это признали. Нет, Им не важно. они давно на других рынках, это верно. Но Это они-то сейчас сейчас могут с его рынка выходить, если он поднимет им пошлины. для Америки это вообще сейчас не важно. Задача Трампа была в первой части, когда он первый раз был президентом. Что он делал? Он вывозил все заводы. Помните самый громкий Да, крик производство, по да. Apple? Все производства вернуть в Америку. Да, это его Ему идеология. плевать на Китай. Он хороший менеджер. Менеджер-финансист. Он налево деньги не кидает. И сейчас он будет это делать. А при его правлении доллар был сильный. Что показал 2018 год пиком биткоина. Ну, здесь с момента 2018 года, наверное, поменялась немножко конъюнктура на мировых рынках. Есть У него еще и мозги те старые остались. мозги остались И старые, такие ошибки. люди не меняются. Ну, ошибки все равно он свои будет учитывать, понятно. Это если Не кто-то думает, будет, что не он... дадут. Ну, у него сейчас еще и в палате, и в Конгрессе, и в палате у него сейчас большинство. Раньше ему не 50, давали. 51 голос, Раньше ему не давали, и за счет этого он не если не мог ошибаюсь. справиться. Да. А сейчас они укрепились гораздо сильнее. Сейчас его решение, ну, если он не будет совершать тех же самых ошибок, раньше он, по-моему, вообще никого поменять не мог из ключевых. Ему просто не давали такой возможности. Он, по-моему, судью какую-то одну поменял, да и все. Вчера вот он говорил о том, что в его команде не все хорошие, по крайней мере, по мнению американцев, даже республиканцев. Не все игроки в его команде нравятся этой аудитории, но в целом я думаю, что его сейчас первая задача будет как минимум ключевых игроков везде на всех основных позициях менять.
Потому что в тот раз он фактически был один, и ему постоянно пытались объявить импичмент, постоянно вставляли палки в колеса. У него не было поддержки в Палате представителей нигде. Сейчас, я думаю, они это будут делать, но им будет сложнее. Сейчас, сегодня. И с момента его той предвыборной гонки, ну, существенно конъюнктура на мировых рынках поменялась. Надо не забывать, сегодня вот последнее, не знаю, это может показаться кому-то смешным, но смешным это не выглядит. Больше половины мира сегодня сосредоточена на БРИКС, включая экономики, в первую очередь. Что говорить о сильном долларе, если все эти участники пытаются, наоборот, уйти от обращения долларов в своих валютах, то есть не дать ему большего спроса. Если там это получится. Тогда давайте по-другому говорить. Какая нам разница, что будет делать Трамп? Какая нам разница, что будет делать половина мира вместе с БРИКСом взятые? Какая нам лично разница? Наша задача сейчас угадать это движение, которое будет, я считаю, финальным. Оно будет большим, длинным, оно будет маленьким, коротким. Мы увидим последствия правления демократов в каком-либо кризисе. В таком случае нам вообще все равно, что они там будут придумывать, что будет делать этот Трамп. Я вообще не испытываю никакой эйфории по этому поводу, что там Трамп пришел к власти, что он там биткоин хочет там сделать, что он является каким-то максималистом или минималистом или импрессионистом. Вообще не важно, кто он такой. Наша задача — гадать последнее движение. Вот к этому, я думаю, что нам надо всем прийти. Нам надо чувствоваться, потому что вот мне, например, очень часто скидывают переписку с разных чатов. Вот, например, мне перекинули там с одного чата. Люди сутки обсуждали, кто придет к власти, Трамп или этот, как его, Харрис. К чему пришли? Сутки. К чему пришли? Ровно в 6 утра, когда объявили там, что у него выборы закончились, люди начали общаться на тему девочек. И прекратили говорить на эту тему. Поэтому я думаю, что нам тоже надо заканчивать разговаривать на тему На тему Трампа. девочек? Давайте. Начинайте на тему девочек. Я Я без думаю, всем проблем понравится. совершенно. Всем Да. понравится. Вот, можем об этом поговорить. Но все то, что является новостным шумом, оно отыгрывает в большей степени после новостного шума против тех, кто за него играл. То есть, вот если мы сегодня обсуждаем этого Трампа и приход его к власти, и что там для последствия какие-то будут, нам нужно только понять, нам лично что с этого, хорошо будет или плохо. Я считаю, что нам будет с этого все равно. Ну, Нет, просто в все части равно. крипты именно имеется в виду. В части крипты тем более. Мы же по крипте говорим, нам остальное вообще не важно. Вот что там Трамп придумал, что он там будет делать. Пусть он завтра встанет на голову. Вот для нас лично ничего в крипте не изменится. Люди набрали портфель альткоинов. Потом просят эти альткоины посмотреть, потому что они не уверены в том, что они правильно сделали это или неправильно. Вот, например, сегодня люди что-то там нас спрашивали, вы говорили про это из общего чата. Какую монету? Сейчас много там летит запросов. Да, человек попросил меня уточнить по монете Кон, которая ConPay. О том была новость, которую он мне скинул, о том, что ConPay хочет объединиться с Satoshi Airlines. Удивительно, да? Я все-таки нашел эту компанию, и с кем они там чего это делают. Это обыкновенный портал, который занимается не только авиабилетами и продажей всяких экскурсий и все прочее через блокчейн. Вот я это хозяйство там нашел. Думаю, дай написать. Написал одному из менеджеров там по Кону. Уточнил. Он говорит, пока для нас ничего не меняется, да, мы просто партнеримся. Ну, ничего не меняется. А с другой стороны, я посидел, подумал, а почему бы нет? Ну, почему бы нет? Кон нужен для того, чтобы азиатские, и он был сделан для того, чтобы азиатские партнеры выходили в наличку. А как можно это завуалировать? Потому что все-таки в Китае статья за это. А завуалировать можно, что это travel карта, а почему нет? Ну, почему нет? Посмотрим, что у них получится, посмотрим, что они придумают. Я Кон не продал, он у меня есть, слава богу, лежит. Я его купил и по довольно-таки интересной цене, и поэтому рад буду свои миллионы конов продать подороже. Спрашивали по поводу ЗИ. ЗИ сегодня купил.
по этой цене. Мне понравилось, как вчера один из программистов ЗИ написал в общий чат, где они там общаются, и он написал «Самая темная ночь перед рассветом». Мне нравятся такие сообщения, когда программисты, кто занимается блокчейном, такие вещи пишут. Я говорил, что там театр. Скорее всего, это просто один из видов театра. Такой вот он, да, бывает такое. Почему нет? Если это поможет заработать команде, почему бы не сыграть в эту игру? То есть в целом я правильно понимаю, что последний забег вы ожидаете и вниз, а периоды? То есть до 3 месяцев, пока он не А вступит в инаугурацию, не... я все периоды говорил. По поводу инаугурации, 20 числа она будет. Не, я имею в виду, что Но вот эти 3 месяца, наоборот, они будут ему делать гадости, и, соответственно, рынки будут на это реагировать соответствующим образом. рынки будут реагировать как всегда. Вверх-вниз, вверх-вниз. Мы не можем рисовать желтые стрелки вверх все время, поэтому мы будем рисовать еще красные стрелки вниз. Ну, в целом на подъеме, правильно я понимаю? До Ну а куда определенного момента. деваться? Крупные игроки набрали этих всяких монет. Крупные это игроки вложились в некоторые блокчейны и в какие-то проекты криптовалютные. Совсем крупные игроки вложились в ETF и накапливали. Мне не понравилась только одна новость о том, что в момент, когда рос биткоин на новостях о том, что избрали Трампа, BlackRock продавал. Вот я сейчас как раз открыл табличку. Вот, даже не знаю насчет BlackRock, вот 6 у меня последняя дата, сейчас пока нет информации, обновлюсь, сейчас еще раз, может, появилась из того, что у меня есть. 4 ноября были сильные выходы из ETF, почти там на 700 миллионов долларов. Это готовились к этому, к самим выборам. Но Да, и на 600 именно, откупили 6. но именно вот 6 числа, когда информация пошла, я видел это вот то, что BlackRock продавал. BlackRock, да, я тоже читал где-то новость, что BlackRock. Это моя новость, у меня она вышла. Наверное, значит, Я да, значит, она на вашем канале. спер с импортного канала, там, где информация по BlackRock и по ETF идет. Там даже табличка была, сколько они чего продали, насколько они купили. То есть они продавали. А если такие крупные компании на новостях продают, это должно нас заставить задуматься, что в итоге должны мы на этом делать. Если в момент, когда у нас эйфория, ура, пришел Трамп, умный игрок не думает о том, что пришел Трамп, а он продает тому, кто это кричит. Значит, это был новостной хайп. А если это был какой-то новостной хайп, в какой-то момент времени приходит отрезвление от всех этих игр. Вон у нас желтая плита снизу на 74. Угу. Ну, правильно, этот уровень был такой достаточно серьезный. Вы А прошли сейчас включите там недельку. оттестироваться. Недельку включите. Здесь что-то как-то... Жидко. Угу. Жидко. Ну, вот это то, что касается по биткоину. Я думаю, что сейчас, возможно, какое-то время мы еще будем отыгрывать эйфория, пока люди не поймут о том, что новостные рост заканчиваются печально. Плюс сегодня вот этот рынок, то, что там ФРС все скажет, будет уже понятно. И опять же, если они очень сильно агрессивно поднимут, то это точно они начали накладывать кучу вонючу для Трампа. Потому что они в таком случае все проблемы по этому, как оно называется, инфляции будут перекладывать именно на самого Трампа. Это тоже не очень хорошо. Если они 0,5 поднимут, это будет плохо. Если поднимут 0,25, значит пытаются деньги вырвать. Если поднимать не будут, значит рынки отреагируют некоторым снижением вниз. Но опять же, потом опять рынки поймут, что это наоборот хорошо для рынков. И опять будет вверх. Поэтому я думаю, что вот такая качель сейчас нам организуется. Сегодня будет волатильный день, почему нет? Рынки на весь день замерли. Вы же видите, с утра, с 6 утра флетит рынок. Сегодня неоднозначные тоже сделали Glassnode, свой еженедельный отчет. С одной стороны, сказали, что очень хорошо все выглядит, а с другой стороны, их беспокоят опционы. Пусть не чешут. Да. Но там какая история? Там больше было, по-моему, если не ошибаюсь, сейчас попытаюсь найти, где это было. Про опционы.
Так, ребят, кому интересно, пишите вопросы в чат. Попытаюсь ответить, потому что у меня чат как-то криво сегодня открыт, неправильно. У меня мониторчик маленький сегодня. Я сейчас прочитаю, где они тут про опционы написали. Мгм. Ну, путов побольше. Типа, да, они вот написали, что оценивая распределение путов и колов, мы видим, что почти равное разделение покажет равно пут опциона имеют больше интерес. Ну, типа, ну, хедж. В целом позитивный у них, Да, да. людям скажите, что такое пут, что такое кол. Пут – это когда опцион направлен вниз на шорты, кол – когда на лонги. То есть, если вы становитесь… Чего было больше? Было этих… Где тут это было? Путов было 1300. больше, 1300 путов. хеджировались. 1200, Да, да. хеджировались от падения. Ну, То есть это вот больше опять же, было это хеджа, да. боялись новостей. Да, боялись, что может быть резкая какая-то история, повыбивают всех. И еще где-то здесь было очень интересно. Да. Где-то еще было что-то, не помню. Вот здесь, по-моему. По поводу прибыли. 85, что ли, процентов они сказали. Да, в режиме доминирования прибыли. То есть прибыль доминирует 47 раз, чем убытки. Сейчас. Мгм. Ну, то есть нагретый очень хорошо. Ну, это еще один повод немножко охладить рынки. Почему нет? Будем смотреть, что сегодня будет. Так, вот я нашел вопрос к МСу, сколько продлится аудит на Хевине. Они заявляли, что будут идти минимум месяц, пока они все не пересчитают. Аудит будет проходить на кошельках. Рекомендую тем, кто хоть немножко соображает, вывести монеты на собственный кошелек. Они сделали сейчас интерфейс кошелька, можно вывести туда, который веб-интерфейс. Я буду делать это все на Кли кошельке, через Кли, через терминал. Это потому что мне удобнее и быстрее, и никакого геморроя там нету с этим. После самого аудита будет, что самое интересное, на 2 дня заморожены активы, их нельзя будет вывести, перевести и все прочее. Это для того, чтобы зафиксировать количество в блокчейне. По поводу того, когда это произойдет. Ранее была информация о том, что это произойдет за месяц, они объявят. Но сегодня информация уже была от первоисточника, от разработчика. Они сказали, что практически все готово. Они, как только откроют полный интерфейс, веб-интерфейс на работу с аудитом, они в этот момент объявят о том, что будет проходить аудит. Цена была хорошая, сегодня я еще докупил. Так, вот просят посмотреть. Так, Heaven, это по Heaven, да? Сколько продлится Да. аудит Heaven, потом просят посмотреть VET. VeChain, не знаю, не смотрю я. Это VeChain, значит, VeChain. VeChain, не смотрю я его, не очень он мне как-то заходит, я не знаю почему. Одно время в 19-18 году я его как-то на самой низкой цене купил, он у меня провалялся, потом я попытался с ним поторговать. Смотрю, кстати, он ходил почему-то с Дэшем параллельно, и потом я его продал там на каком-то пике и забыл больше. Новостей по вету у меня хороших нет, новых не приходит. Вот это который Тор, который тоже ничего интересного, потому что на Тор идет сейчас агрессивное нападение на все вот эти вот VPN и Tor браузеры. Кстати, кто считает, что через Tor сидеть безопасно, но это немного уже не так оказывается. Все видно, все смотрят и все знают. Особенно те, кто работает через Tor. И кошельки, кстати, вскрывают дистанционно, кэш вытаскивают с любого браузера за 3 секунды. Это то, что касается Тора, это то, что касается VeChain и VTHO, который Тор. Еще там какие были вопросы? Чё Давайте там? сразу посмотрю. VET что-то вообще слабенький. Да, ну мне не очень он интересен стал. Вот я его продал тогда на пике и все, и больше мне не интересен он. Не знаю почему. По монете?
Я не влюбляюсь в проект. Просто для людей говорю, у меня нет избранных проектов, один только, это Хебар. Вот я как-то в Хидеру верю в том, что она немного не от мира сего. Потому что Хебар молча делает, развивается, там такие проекты шуруют, мало не скажется. И они работают это проекты, которые по Хидере работают с государствами и государственными структурами. Вот это мне нравится, потому что самое главное для нас приложение, куда приложить можно какой-то там проект, более прикладной. Лично он для меня. В остальные я не влюбляюсь. Я если могу купить монету, если я понимаю, что у нее на следующем сезоне будет какое-то более интересное движение, я ее могу оставить. Но это опять же только чисто меркантильный интерес, не более того, чтобы опять же люди понимали, я не верю в крипту, и она для меня не является панацеей в том, что крипта это наше будущее, светлое, шикарное, золото и так далее. Я уже однажды сказал, пока в красно-белый не смогу заплатить дэшем, крипта не интересно. Ну, наверное, красно-белое первое, наверное, это ведет. За ним ароматный мир. Вот, и следующие пойдут там винлабы всякие. Да, пока в красно-белый не примут в дэш, и все, и в пятерочке. Все неинтересно. Через их приложение пятерочки. Остальное будет неинтересно пока. Тейлкоин. Тейлкоин, посмотрите внимательно. Тейлкоин сегодня какой свист устроил. Он поднялся сегодня на сколько-то там много процентов. Посмотрите. Красиво нарисовал свечку. Тейлкоин? Да, Тейлкоин. Сейчас посмотрю, у меня он есть вообще. Да вы же не смотрите эти проекты. Ну, я их просто держу как раз, чтобы показывать. Я их не смотрю. Да, потому что так сказала МС. Тейлкоин. Ну, не сказал бы, что прям совсем плохо. Что там еще было? Так, что еще писали? Лайткоин, эфир, классик. Нет, монета W. Что это такое? Ну, я уже назвал лайткоин. Он, видите, посмотрите, что Тейл сделал. Какие длинные свечи рисует. Тейл вообще Я говорю, молодец. не совсем плохо, я же говорю. Это супер. По поводу лайткоина. Как был для меня лайткоин рабочим нормальным проектом, так он и будет. Лайткоин принимает в оплату. Пока еще в многих банкоматах, которые принимают крипту, лайткоин присутствует. Его оттуда не удалили. Там присутствует лайткоин, биткоин кэш, сам биткоин, эфир и дуэги. Вот. Пока лайткоин оттуда не удалили, пока интересно. Значит, это крупному игроку интересно с лайткоином работать. Причем это практически во всех банкоматах, криптоматах. Правильно называются криптоматы. Вот. Лайткоин. Ну, это дедуля. Старичок. Ну, у него, вот, если вы весь график откроете, чтобы сразу было видно весь график на весь этот экран, если можно. Да, вот его. Вот мне кажется, что следующая свечка опять должна быть, повторить вот это, либо W, как минимум, либо оно уйдет опять же туда повыше, потому что она все-таки лой не обновила в этот раз. Справедливая стоимость по месячному графику 226 средняя. Ну, 206.05 как раз. Это всего лишь только 3 икса, это не так сильно интересно, как если она уйдет на те же самые 700. О, даже он 616. Вот у него. Да. Это если брать все вместе, месячный. Да. Есть Ну, еще по нему была уже по нему 600. информация о том, что биткоин, кэш и лайткоин Grayscale попытались завести на Coinbase фьючерсы и завели, и торгуются с сентября месяца. Это тоже очень хорошая была новость, но они не отреагировали монеты, потому что, скорее всего, многие не пользуются Coinbase, который Coinbase Pro премиум.
Вот, поэтому и новость в общем таком не вылилась на графике. Но я думаю, что это все равно всего лишь только медийная история. Как только будет об этом объявлено, на графике будет нарисована свечка, скорее всего. Сколько последний, вот большой вот этот пик, который посередине у вас на экране, сколько свечей? Это неуверенные свечи слева, посмотрите. Нет, Вот посередине. это? Вот это? Посередине. Вот это? Еще, да, вот посчитайте отсюда от Наверх? свечи. Да, сколько всего было свечей? 9 свечей. Ну, прям классический 9, одна по 9 инерции, свечей. разворот. Вот о том и говорит, что это все-таки сидят серьезные люди, которые все-таки по этому рынку знают, что делают. Кстати, посмотрите. И первый раз 9 И второй раз до 9. хая, и второй раз 9. Здесь был на 10 хай, а здесь был на 11 хай. Угу. Опять же, это 11, это простые числа, которые делятся на себя и на единицу. Но он Поэтому накапливается, вот весь видно, рынок, весь вот. рынок ходит простыми числами. Это накопление. Да, Предыдущий точно так же был он накопление. накапливается. Ну, здесь оно вообще было на дне там. Сейчас приближаю график не буду. Вот и все, и пошел. Мгм. А здесь, Я думаю, что ну здесь здесь то же самое будет. 19-20. Да. То же самое здесь, скорее всего, будет еще одна вывод. Поэтому по лайткоину более интересные вещи. По эфиру классику, ну, Мгм. слушайте, пока Виталик играет в эфириум, пока он в эфириум играет, эфириум классику ничего пока не светит. Мгм. Он его должен куда-то приложить. Скорее всего, как только он наиграется, когда он поймет, что на него будут сваливать эти, как их называют, всех собак голодных, о том, что это проект управляемый, он не децентрализированный, который эфир, которым сейчас все пользуются. Если вдруг эфир, опять же, не даст огромных иксов, как от него ждут, в этом сезоне, то опять же, возможно, могут обратиться к эфиру классику. Возможно. Я бы не стал делать. Смысла в этом нет. Как говорят, умерла и умерла. Че я воскрешаю? Файлкоин на бычке $120. Почему не 400, не 500? Почему? Файлкоин хороший проект. Например, они сейчас разработали систему, когда вы можете все свои данные на облако сгружаете, фотографии. Вы можете то же самое хранить в распределенном реестре файлкоина, как свой диск использовать. Все, видео, аудио, картинки, фотографии хранить в блокчейне, пока его не отключили. Можно же. Они это делают. Через файлкоин передают данные. Огромная заинтересованность у Сороса, он в этом проекте, он участвует в этом. После того, как, кстати, он через Ньюбанк бразильский купил участие в проекте Filecoin, Filecoin поменял, если помните, он поменял сам дизайн сайта и добавили возможность работы простым людям. Вот именно как раз загружать видео, загружать картинки и прочее. Это то, что касается Filecoin. По Filecoin я брал лонг. Взял я его неудачно, он у меня чуть-чуть просел, но после последней сильной просадки я его практически прям сильно так докупил. И вот сегодня утром на пике я его вышел из него, потому что все-таки ожидаю сегодня волатильность, снижение, а просадки мне не хотелось. Прибыль забрал. Поставил лимитку снизу. У меня стоит лимитка, сейчас скажу, на 3.428 и на 3.328. Вот у меня там лимитки стоят. Надо докупить, войти заново по филу, и я буду потом стоять в нем, ну, не знаю, возможно, до 11, до 12 долларов стою. Я редко, когда захожу в такие длинные, но вот по филу мне интересно. Чиа. Я уже говорил, чиа – мусор. Кто предлагает чиа, тот не понимает. Тот, кто хочет заниматься чией, тот
не совсем понимает, во что вкладывает деньги. Чья мусор? Опять же, это только лично для меня. Не берите мои мысли, мои слова как основу для своего формирования портфеля или будущих мыслей. Лично для меня это чья мусор и все. А как она пишется? Который чья, Че? так и пишется, так и Так, прям пишется чья. че? Да, А, вот это, да? Она у меня, да. значит, есть. И у вас она есть. Я чья никогда не предлагал. Я сразу сказал, что это кошмарный кошмар для любого инвестора. Ох, да. Не знаю, у меня полный график или нет. Но это, конечно, класс. Задача проекта ЧИА было для того, чтобы формировать продажу серверных SSD-дисков большой емкости. Это не этот, который на дисках можно было майнить? Это этот проект? Проект, на дисках которых можно было майнить, там нужно было майнить огороды. На одном терабайте можно было сделать 4 огорода, которые были разбиты на 1024 грядки. За счет того, что этот огород постоянно работал, а он работал с SSD напрямую, а вы сами знаете, что если SSD информацию записывать, стирать, он приходит в негодность. Поэтому SSD-диски не успевали отрабатывать себя на том, чтобы намайнить хоть какое-то приличное, отбивающее затраты какой-то объем. Люди, которые это поняли, быстро это все сбросили и начали этот проект пиарить для того, чтобы хоть какие-то затраты отбить за счет повышения цены на чье. Некоторые инфлюенсеры, которые, не понимая, что это такое, начали этот скам шилить и начали всем раздавать этот скам. Люди начали покупать это чье, в них выгружались. Сейчас люди, в которых выгрузились, пошел новый оборот. Теперь эти люди, понимая, что они застряли в ЧЕ, которую некоторые брали там по 1000, что ли, долларов, там еще по чем-то, они сейчас в надежде, что они по 1000 долларов выйдут, покупают его по 13, по 16, по 18 и создают этот дебильный хайп для того, чтобы выгрузиться в следующих дураков. Так что ЧЕ лично для меня мусор. По поводу Чия похож на график Кона. Чия был скамом изначально, а вот с Кона это немножко не прокатило. Кона, которая Konami Network, она не была скамом с самого начала. Скамом она стала после того, как один из руководителей проекта вместе с командой разработчиков проект этот покинули. После этого они начали между собой разбираться, криком кричать, бегать. Потом затух сам блокчейн, и они сказали, мы нашли новую команду разработчиков, которая создаст новую монету на базе Konami Network. Мы по-другому ее назовем. А в итоге все оказалось как в детском мультфильме. Как вы яхту назовете, так она и поплывет. В итоге нет ни названия, ни яхты, никого, и проект пока не развивается. Подвисли денежки, да, подвисли. Ну и у меня подвисли. Вы думаете, они подвисли только у вас? Я не рассчитывал на то, что произойдет такое. Но я рассчитывал на то, что все равно потери какие-то в этом бизнесе будут. Они будут у всех. Вы не думаете, что вы на всех проектах, 10 проектов взяли, и все 10 у вас заработают. Нет. Возможно, некоторые заработают сейчас, потом некоторые заработают потом, в следующем сезоне или между сезоне. Не у всех проектов совпадают тайминги по продажам. Вот человек спрашивает, посмотрите OCP. OCP хороший проект. Он Вот. развивается, это все-таки Отличный был связано с проект. интернетом. Он и будет проектом отличным. Посмотрите, как они развиваются, как они развивают свою инфраструктуру, как они партнерятся со всеми, в том числе с Unstoppable Domains. Они очень хорошо сейчас работают. Они работают сейчас с Web3 проектами, прям усиленно. Сам Web3 притормаживает, но OCP работает.
Алексей Перепелов, я не хейтил, я риски осознаю. Не-не-не, вы не думайте, я вообще не о вас говорил. Я говорил о других людях, совершенно о других. Они не присутствуют у нас в чате, они присутствуют на других каналах. В какой-то момент я даже какое-то время им торговал ICP. Вот тезисом, если из альткоинов вспомнить, то тезис и ICP вот мне больше всего нравились. Что-то в один момент ICP, конечно, ушатали сильно. Проект Lever. Lever шикарный проект, Да. я жду по нему движения. Почему я по нему движения жду по Lever? Это система левериджа, плечей. Туда крупные игроки заносят свои деньги только для того, чтобы предоставлять людям, которые торгуют с плечами, кредит в крипте. Это вот как раз тот самый leverage. Занося какую-то сумму денег, вы зарабатываете на тех, кто работает с плечами. То есть вы сами ничего, как говорится, не производите, но при этом зарабатываете на тем, кому очень срочно нужны деньги. Это такой своеобразный у них, как это называть, когда быстро деньги, как этот проект называется, скажите мне. Микрофинансовая организация, вот, примерно то же самое. Мгм. Какие мысли и по перспективе, по монете ЗИЛ? Да нормальный проект, нормальный будет он работать. Он не растет сейчас только потому, что не растет весь рынок. Дайте рынку сформироваться для роста. Рынок для роста сформировывается именно сейчас, прямо сейчас. Как только с биткоина будут выводить деньги, их будут выводить лесенкой от крупных проектов в мелкие. Поэтому все равно весь рынок вырастет. Если кто-то говорит, что не будет альтсезона, не верьте этому человеку. Альтсезон будет в любом случае. Крупные проекты вкладываются в альты. Они в этих альтах сидят с первого момента образования самого проекта в альте. И крупные игроки просто так деньги не вкладывают. Крупные игроки хотят получить прибыль. Но умные игроки, они называются умными, потому что они не хотят получить сиюминутную прибыль, они хотят получать прибыль всегда. Поэтому проекты не сразу стреляют. К этому именно так и надо относиться. Если бы вы вкладывали свои деньги в какой-то проект, вы бы хотели доить бедную коровку, пока она с копыт не слетит. Так и здесь крупные игроки именно так относятся к своим проектам в альте. Они хотят это сделать так, чтобы эта дойная корова работала как можно дольше. Рынок молодой, не сформированный, поэтому здесь еще можно заработать. Алексей спрашивает еще раз по поводу Хевена. Пока не скам, есть инфа. Да я инфу каждый день говорю по поводу Хевена. Хевен замечательный проект. Да, сейчас у Хевена идет момент подготовки к аудиту. Есть крупный игрок, хакер, которого они пытаются прищучить. Вот это он сливает монетки. Монетки сливают те, которые пришли в краткосрок. Срочно заработать на хайпе падения в надежде на то, что он сейчас упадет, не читая и не разбираясь в самом проекте. Если бы вы сами зашли бы хоть немножко в этот проект, вот, например, возьмите, мне не поверьте, а я предлагаю всем вообще не верить ни одному слову, то, что я здесь говорю, проверять. Заходите в его кошелек, в родной, который веб-кошелек, вовнутрь, и смотрите, что он предлагает внутри. Там вы дико удивитесь, что он предлагает внутри самого кошелька конвертировать из Heaven, который вы покупаете, делать перевод в XUSD, то есть в доллары. Допустим, вы заработали деньги. Каким образом вам деньги сделать, вывести с биржи так, чтобы бедная биржа вас не обобрала? Или налоговая вас не обобрала? Как сохранить деньги? Посмотрите, там не только XUSD, там золото, там фунты английские, там динары, арабские монеточки там и все прочее. Посмотрите, это очень интересно. Для чего вообще этот проект создан? Знаю, что вам нравится токен СТГ. Конечно, нравится. Прическа нравится, глазки нравятся подведенные. Я не знаю, что такое СТГ в плане нравится. СТГ хороший рабочий проект, который Stargate Finance.
хороший, он замечательный. В плане в том, как он развивается, для чего он сделан. Опять же, не поверьте мне, почитайте, зайдите к ним на сайт. В СТГ зайдите он, смотрите, как СТГ готовится к взлету. У него сформированы сейчас, вот последние 3 волны падения, то есть у них разворотный паттерн. Смотрите. Ну, это вы слишком большой таймфрейм взяли. Возьмите поменьше. Вот он. Даже здесь видно на недельке. Чуть повыше сделайте, увидите. 3 волны падения. Меньше взять, а не дневку? Да нет, этого достаточно. Его видно даже здесь. Вы просто плоским его делаете, а плоский смотреть очень сложно. Вот видите. И вот его видно. Последние 3 движения. Сформированные, четкие. Даже звездочки у вас внизу показывают их. Ванри, спрашивает человек. Ванри, как я уже и говорил, это игровая платформа, очень серьезная платформа. Они предоставляют игровым вот этим всем проектам пользоваться и используют вместе с NVIDIA. Они сейчас создали общий проект с NVIDIA. Поэтому Ванри интересен тем, что в какой-то момент времени, когда игры будут немножко по-другому, не так, как на дисках раньше были, а можно будет играть через интернет, но при этом пользоваться разными играми, но под движку по Ванри, который там они сделали сейчас, не сам движок, а платформу. Я неправильно выразился, платформу. Вот на этой платформе они там выведут. Посмотрите графику, какая графика, как она работает. Это все сделано, опять же, при помощи и с подвижничестве NVIDIA. Так что проект будет работать. Владимир пишет, Dash хорошая монета. Это не ко мне. Dash хорошая монета. Да, она замечательная монета. Давайте посмотрим, что с ней будет дальше. Не старайтесь влюбиться в какую-то монету или в чем-то. Почему я так говорю? Этот рынок молодой, сформированный. Мы не знаем, что будет завтра, кто придет завтра. Вот вы, например, 2 года назад даже не предполагали, что будет создано такое количество мем-монет, которое будет превышать количество существующих фундаментальных монет. Но мемы для чего? Для того, чтобы забрать у вас деньги. А это уже не тот рынок. Канта соскамится как Зи, не знаю. Я Канта вообще ни разу не смотрел, я даже не знаю, что это такое, честно. Вопрос был больше про ЗРО, чем про СТГ. Да? Ну, я, может быть, это кривым глазом неправильно прочитал, простите, Христа ради. У меня осталось еще буквально 5 минут, и мне надо убегать, поэтому если дальше мы там с вами продолжим, я там отвечу еще на пару вопросов. Про вот это был вопрос? Зи не скам, да, я попутал. Зи не скам, я уверен, что не должен скамануться. Не должен. Это проект рабочий. Он работал давно. Да, там господа из Турции с ним связаны. Вот. Но пока они работают. Никто не разбежался. Кроме одного из разработчиков с СНГ, который якобы всеми своими монетами хотел задампить бедный Зи и уронить его, убить. Сделал 2 продажи и вот так вот укатал, якобы, как люди говорят, укатал. Ну, посмотрим. Нижняя цена, самая нижняя цена была 0,88. Сейчас цена 0,535. Так что, вернее, 2,035. А была 2,008. Поэтому я думаю, что не так сильно-то ее и укатали. Просто все монеты упали на дно. Но для этого и есть основания. Посмотрите доминацию. Почему мой вопрос игнорируют? Посмотреть В, я не знаю, что такое проект В. Это, скорее всего, какая-то новая фигня. Проект В. Что это такое? Market Cap В? Или что такое В? В USDT на Binance. Откройте на CoinMarketCap, если вам не затруднит.
Мгм. В. W. Мгм. Wormhole. Видите, как он увалился в 109. Ну, круто, молодцы. Откройте за весь период график All. Не-не-не, вы не сюда, там на Market Cap. Чуть выше, ага. Ну, совершенно новый проект. Я обещаю, что я по него почитаю завтра. Сегодня не буду напрягать голову, а завтра о нем почитаю. И постараюсь в ближайшее время выдать информацию, все, что есть по ним, все, что только можно найти. Тоже предоставление ликвидности в более чем для 30 ведущих блокчейнов. А кто создавал? Circle? Ну, это Circle, они же эти хулиганы. Chorus One, Termani. Circle. Это как Circle и Uniswap. Ага. Общее пользуются доверием таких крупных организаций, как Circle и Uniswap. Да все пользуются доверием крупных компаний. У них был аудит, посмотрите. С левой стороны, там в табличке должно быть аудиты. Аудитов еще не было. Вон написано, чуть выше. Чуть выше. Аудитов еще не было. Говорить про эту монету пока рано. Она еще и на Солане. Ну, посмотрим. Я почитаю, обещаю, почитаю, расскажу. Может быть, какую-нибудь определенную инфу найду. Сколько они проживут, когда помрут. Кто родители. Так, у меня время. Ну что, Рад был все? вас видеть. Да, спасибо вам большое. Вы Спасибо. простите, что я сегодня быстро убегаю. Мне нужно Ничего посмотреть, страшного, я что по рынку тоже будет. сейчас Да. побегу. Будет интересно Быстро посмотреть, сделали. как рынок сейчас в ближайшие раз, два, 20 минут упадет. Флэр какой-то еще, не знаю, что это. Флэр. Да. 20 минут Все. упадет. Да. Всем до свидания. Да, Спасибо. спасибо, МС, большое. Приходите, да. Поставьте Подписывайтесь. лайки, пожалуйста, для Гоши. Он же Гога, он же Жора. Он же Поставьте, Жора, да. Поставьте, пожалуйста, для него лайки за то, что мы стараемся, делаем. Тем более, сегодня первая трансляция одновременно на YouTube и Бастион. То есть мы на Бастион прямо сейчас параллельно ведем трансляцию. Там ни одного у нас нету в чате пользователей. Никто нам написал. Я следил на него, он у меня был открыт. Ну, хоть лайк там поставьте, что ли, тоже один. Потому что это единственная первая трансляция, которую мы делали на Бастион. Из всех мне известных, кто мы? Ютуберы. Да, наверное. Говорящие головы ютуберы. Все, до Да, свидания. и подписывайтесь обязательно на канал МС. МС, спасибо огромное. Да, что сегодня были подписывайтесь с на нами. новостной канал, новости дадим вам все, что надо. Да, делаем Подписывайтесь к постоянно нам на стримы. Бастион. Подписывайтесь к нам на каналы, в Телеграм обязательно подписывайтесь. Пролайкайте эту трансляцию, чтобы алгоритмы Ютуба ее подхватили. Вот, будем проводить постоянно. Я стараюсь каждую неделю сейчас делать по возможности. Вот, ну и МС частый постоянный гость. Можно сказать, Чем не больше совсем будете- гость. Да, Он чем еще- больше зададите Да. вопросов, тем больше мы вам дадим ответов. И если хотите получить ответы на что-то, пожалуйста. МС-канал не работает. Работает. У меня нет канала в YouTube, у меня есть на Бастионе, есть у меня в Телеграм-канале новостной канал и закрытый чат. Да, совершенно верно. Поэтому на новостной канал, в Телеграме обязательно подписывайтесь и в Бастионе подписывайтесь. МС там очень много дает полезной информации, которую, я думаю, Ценной. стоит читать. Да, ценной, полезной Ценный, информации. бесплатно. Бесплатно. Все, до свидания. Всего доброго. Пока, МС. Ребят, ну что, всем спасибо, кто был. Вот, будем продолжать в таком же духе. Спасибо вам за поддержку. Обязательно, да, пролайкайте. Очень рад был всех видеть. Надеюсь, будем еще встречаться. Ну и всем хороших профитных сделок. С вами был канал IndexRate и я, Гоша, вместе с МСом. До новых встреч.